Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про масштабирование различными инструментами, например, элемент тулом и контур тулом. Посмотрим, на что это влияет и как сильно от этого может деформироваться или не деформироваться наш объект, над которым мы работаем. При работе над рисунком букв вам важно учитывать, какие инструменты вы в текущий момент используете, потому что это очень сильно влияет на итоговый результат. В данном случае речь идет об инструментах Contour Tool и Element Tool, и в этом уроке мы с вами их более подробно разберем. Если вы уже знакомы с ними и не хотите тратить на это время, можете смело пропустить этот урок и перейти к следующему. Год назад или даже чуть больше, 3 года назад я уже делал подробный разбор этих инструментов, я бы тоже рекомендовал вам посмотреть это видео, потому что там больше примеров, а мы сейчас не так сильно будем углубляться в эту тему. Если я выберу инструмент контур и попробую с помощью него масштабировать эту фигуру, этот рисунок, то мы посмотрим, насколько сильно у нас изменится с вами итоговый результат. Если я его уменьшу и растяну до итогового значения, посмотрим, какая у нас с вами будет разница. Ну, во-первых, что у нас здесь мы видим? Что этот рисунок у нас в дробных координатах. Для того, чтобы понять, насколько сильно он будет деформирован, нам в первую очередь нужно отключить дробные координаты и сделать округление. Мы переходим в файл Font.info или Ctrl-Alt-F и применяем округление к этому шрифту. Жму Apply, все у нас округляется, все немножко деформировалось, это не страшно. В текущем виде что я теперь делаю? Нажимаю Ctrl-A, нажимаю Ctrl-T, появляется синяя рамка масштабирования в режиме элемента, в режиме контура. И хватая вот этот вот один из квадратиков, начинаю вот так двигать. Если я нажму пробел, мы видим, что вот у нас так он деформируется. Для того, чтобы сохранить его пропорцию, зажимаю Shift. И после этого я могу его уменьшать. И при этом, зажав пробел, я вижу, насколько сильно он деформируется. Ну, допустим, пускай вот настолько я его уменьшу. Отпускаю, снимаю выделение, проверяем, он у нас маленький. Жму Ctrl-A, Ctrl-T. И снова его увеличиваю с зажатым шифтом. Вот я его увеличил до примерно такого же размера. Отпускаю. Все, снимаю, нажимаю пробел и вот смотрим, что у нас произошло. Изменение, масштабирование этого контура и этого элемента в целом инструментом Contour Tool очень сильно деформирует рисунок. Увеличение не страшно, а вот уменьшение очень сильно заметно. Почему это происходит? Потому что мы помним, что при округлении координат все узлы у нас привязываются к конкретным точкам на сетке, один к одному. И когда мы его уменьшили, разумеется, он сильно вот его как-то привязал к ближайшей целой точке. И потом, когда мы его увеличили снова, получился вот такой результат, очень сильно-сильно деформированный. А теперь попробуем сделать то же самое, но в режиме дробных координат. Мы помним, что в режиме дробных координат у нас с вами к каждому узлу, каждой точке на координатах есть 100 вариаций. Ну, то есть 1.00, 1.001 и так далее. То есть у нас диапазон изменений гораздо больше, потому что у нас не так все сильно привязано. Но, во-первых, мы с вами сейчас отключим режим округления, Ctrl-Alt-F, выключаю режим округления. Вот, что мы сейчас видим, особо ничего не изменилось. Режим округления и предпросмотр у нас с вами включен, поэтому мы его отключаем. Нам он здесь не нужен, только все испортит. Но пока у нас изменений нету, соответственно, он у нас никак не формируется и значение показывает целочисленное. Жму Ctrl-A, Ctrl-T, и теперь зажатый шифтом я могу его так вот, могу нажать пробел и уменьшить. Мы в принципе видим, что несмотря на то, что мы его уменьшили, все пиксели не прыгают, и все вот эти вот узлы как-то не сильно прыгают. Картинка примерно такая же, как в оригинале. Отпускаю. Что мы можем сделать еще? Мы, во-первых, посмотрим, мы увидим, что вот эта точка, вот один узел, он находится здесь, но здесь он находится внутри этого пространства, то есть площадь для изменений у нас в 100 раз больше. Можем даже еще сильнее его уменьшить. Выделяю, вот так вот сильно уменьшаю, отпускаю. Его можно даже еще немножко уменьшить. Вот так, допустим. Я надеюсь, потом смогу его увеличить обратно. В общем, вот у нас такой маленький рисунок, при этом, как видите, почти без изменений. А вот теперь мы сравним. Посмотрите, насколько он маленький здесь, насколько он большой здесь. А тогда мы увеличивали его раза в 3-4 максимум. И вот насколько он сильно деформировался. Жму Ctrl-A, Ctrl-T, и теперь попробую его увеличить. С зажатым шифтом делаем вот так вот.
Нет. Ctrl-T. Увеличиваю. Отпускаю. Снова его увеличиваю. Вот так вот. Отпускаю. Теперь нажимаем пробел и сравним. В целом, вот так вот на глаз я разницы между ними не вижу. Они почти одинаковые. А вот сравните, что было, когда у нас было включено округление координат. Поэтому, когда вы работаете с контуром, в мелких таких деталях иногда имеет смысл выключить это округление, потому что оно может давать вот такие вот артефакты и проблемы. Но вообще, в целом, когда вы работаете с шрифтом, вряд ли вы будете таким заниматься. Это просто наглядный пример, насколько сильно округление координат и работа с режимом контура влияет на итоговый результат в нашем шрифте. А теперь сделаем то же самое, но использовать мы будем не контур tool, который работает непосредственно с самим контуром, а элемент tool. Выбираем его, переходим в еще один образец. Здесь у нас округление координат выключено, но мы сейчас его включим, потому что в целом ничего страшного, если оно будет включено. Жму ОК. Он нам предлагает округлить существующие целые дробные значения, потому что мы сейчас делали такую операцию. Жму округлить, в целом все окей. Мы можем, по умолчанию у нас здесь включено превью раундинг, потому что мы работаем в целочисленных значениях. В общем, что можем сейчас сделать? Мы можем с вами вот этот элемент, а именно сам элемент и содержимое внутри его уменьшить. И потом заново увеличить и посмотреть, что у нас изменится. Я выбираю этот элемент, нажимаю Ctrl-T, и мы видим зеленую рамку. Это говорит нам о том, что мы редактируем сам элемент, а не контур. Зажимаю Shift, уменьшаю. Смотрим сюда. Видим, насколько сильно у нас деформировался контур. Прям очень сильно. А почему это происходит? Потому что он также привязался к всем вот этим вот сеткам. Снова включаю элемент Tool. Я переключался на контур, чтобы увидеть точки. А для этого у меня есть горячая клавиша A, Contour Tool, и V, элемент Tool. Как мы можем увидеть, что этот элемент у нас масштабирован? Если мы посмотрим на панель Elements, выберем этот элемент, мы увидим, что у нас его размер 15%. Даже там, видите, с очень-очень сильным уточнением. Вот я его уменьшил. Что я могу теперь сделать? Я могу его снова увеличить. И мы видим, что он такой же абсолютно, как и вот этот, как и вот этот. Почему это происходит? Потому что мы только, скажем так, виртуально его уменьшили. Для того, чтобы сбросить это значение, чтобы вот, допустим, у нас было не 101,92, можем нажать сюда. У нас сбросилось значение, он немножко переместился, но это не страшно. Но, по крайней мере, теперь этот элемент имеет ровно те же самые параметры, которые были до этого. Вот. А как понять, в чем разница? Разница в том, что когда мы используем Contour Tool, мы изменяем сам контур, поэтому все значения переписываются. Этот режим у нас деструктивный, то есть все, что мы сделаем, оно таким и останется. А когда мы масштабируем, увеличиваем, растягиваем или как-то вот что-то делаем с элементом, даже если мы сейчас его деформируем, допустим, я вот так сделаю, Ctrl-T, и вот настолько сильно я его видоизменю, допустим, здесь, и, допустим, вот здесь. Здесь я это делал элементом, элемент тулом, а здесь я это сделаю обычным контур тулом. Я вот нажму Ctrl-T, и даже если я отключу округление, это, скорее всего, мне сильно не поможет. Отключу округление, сделаю вот так. Видите, это примерно у нас вот что-то такое получилось. Если я вот здесь элемент тулом растяну его, а вот здесь сделаю это контур тулом без шифта зажатого. Кстати, из-за того, что у нас запас очень большой, результат все равно очень-очень даже нормальный. А если я включу округление и сделаю это контур тулом, вот я сделал, Ctrl-T, и вот настолько у нас все деформировалось. Как видите, так себе результат. Почему здесь этого не происходит? Потому что мы просто саму коробочку уменьшаем, но содержимое внутри имеет все те же самые параметры. Сейчас мы сбросим значение, чтобы все было четко.
и вернем все как было. То есть мы всегда можем откатиться назад, потому что мы с вами его уменьшили. И тут важно сразу сказать, что на что это может быть похоже. Представьте, вы смотрите на смартфоне фотографию. Она имеет определенный размер, определенное количество пикселей, и мы смотрим фотографию человека. Мы хотим посмотреть лицо человека. Что мы можем сделать? Мы на экране просто растягиваем картинку, чтобы рассмотреть его лицо, а потом просто там переключаем снимок. Увеличился ли у нас размер фотографии? Нет, он такой же остался, просто он растянул те пиксели, которые есть в самой фотографии, на экран нашего экрана, где пикселей больше. Таким образом мы увидели эту картинку. Потом, если мы отменили, то картинка осталась такой, какая она есть, без каких-либо там деструктивных изменений. То есть еще один аналог – это смарт-объекты. Если вы поместите какую-нибудь картинку в Photoshop в смарт-объект, и потом его будете растягивать, применять какие-то эффекты, черно-белый режим или еще что-то, оригинальная картинка все равно не изменится, она такая и останется, какая есть. Поэтому мы просто виртуально его видоизменяем. Но если, допустим, тут сразу две нужно вещи сказать. Во-первых, если я масштабирую сам элемент, неважно, у меня может быть даже контур Tool выбран, но вот здесь, в этой панели, я могу его увеличить в 1000%. Нет, это многовато. Хотя нет, в принципе, нормально. Вот он у меня здесь, я его увеличил в 10 раз. Что здесь важно понимать? Во-первых, дробные значения у меня отсутствуют. Что здесь, на что стоит обратить внимание? Первое, это то, что я его увеличил вот здесь, и, соответственно, я могу нажать вот это, обнулить все эти масштабирования и вернуться обратно. Это мы с вами обсудили. А второе, это то, что когда мы увеличили элемент в 10 раз, то и все действия, которые мы к нему будем применять, тоже будут в 10-кратном размере. Что я имею в виду? Вот, допустим, я беру вот этот узел, и мне нужно его выровнять с вот этой линией. Как видите, здесь у нас разница примерно 5 пикселей, 5 юнитов. Я жму 1, 2, 3, 4, 5. Я его переместил на 5 юнитов. Теперь попробуем то же самое сделать здесь. Я выделяю этот контур. Мы видим, что расстояние, если мы достаточно увеличимся, между вот этой точкой и вот этой точкой в 5 раз больше, то есть в 10 раз больше. И нам нужно его сместить не на 5 пикселей, а на 500 пикселей, на 50. Если я хочу его сместить сюда, в общем, к чему я веду? Я нажимаю, вот у нас координаты, мы видим, что 492 на 1140. Я нажимаю один раз вверх, и он у меня перескакивает вот сюда. Мы видим 1150. Жму сюда 1160. Если я хочу применить значение этого элемента, я жму вот сюда, то есть применить все вот эти вот манипуляции масштабирования, жму сюда. И теперь, когда я жму, видите, 1140, он у меня смещается на одну точку. Я сейчас включу отображение. Вот. То есть он у меня смещается на одну точку, а до этого перескакивал на 10. Почему? Потому что свойства элемента в 10 раз его увеличили, а значит все манипуляции со стрелками тоже в 10 раз увеличены. Почему я на это сделал акцент? Потому что некоторые пользователи, которые первый раз вот так вот посмотрели, им нужно, вот добавили картинку, она маленькая. Они такие, наверное, нам надо ее увеличить, чтобы она попадала в размер, там буква какая-нибудь, в размер прописных. Что я для этого делаю? Я ее беру, выбираю элемент Tool, допустим, случайно, Ctrl-T, начинаю вот так шифтом растягивать ее по высоте. Так. Вот я ее растянул. Сейчас нажму автоматическое расположение. Это точка с запятой, автоматические метрики. Вот ее увеличил. И теперь я хочу, вот я выделил ее, переместить этот узел чуть выше, на 1 пиксель. Я жму один раз вверх, а он мне перескакивает сразу на 3. Это может ввести в ступор, и будет непонятно, почему это происходит. Происходит это потому, что наш объект увеличен в 2,6 раза, то есть 267%. Поэтому любые манипуляции с этим объектом у нас в троекратном, практически в троекратном размере. А так как это еще и привязано к сетке, FontLab начинает не просто ее в 2,6 раза сдвигать, а еще и конкретно ее перекидывать, перетягивать куда-то. В общем, это как бы важный момент, тема сложная. Когда вы к ней потом в будущем вернетесь, вы уже будете чувствовать себя комфортнее гораздо. Это на случай, если у вас вдруг какие-то будут проблемы. Как я и говорил уже, я
Крайне рекомендую вам потом пересмотреть это видео, потому что тема сложная, но очень важная, и пересмотреть урок, сравнивающие компоненты, элементы, какие у нас есть инструменты, контур, элемент, tool, в чем между ними разница, чтобы просто чуть-чуть комфортнее себя чувствовать в этой атмосфере, потому что это важные инструменты, на них строится вся работа, поэтому просто пересмотрите, как бы лишним абсолютно не будет. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.